Синий огонь, бирюзовое озеро и кислотная вода. Все это можно увидеть на вулкане Иджен на острове Ява в Индонезии. Мы совершили ночное восхождение к кратеру вулкана. Рассказываю, почему именно ночью и что нужно учесть. На территории Индонезии насчитывают порядка 150 действующих вулканов, и Иджен не числится в списке самых крупных из них. Однако у туристов он занимает чуть ли не первое место среди интересных вулканов для посещения. Так чем же он так привлекает внимание? Для этого есть сразу 5 причин. Во-первых, Иджен – это действующий вулкан и потому очень опасный. Хоть его кратер и заполняет огромное озеро, вулкан постоянно проявляет активность и потому вызывает большое любопытство у любителей острых ощущений. Во-вторых, само озеро. Оно находится на вершине вулкана в самом кратере. Озеро имеет поразительный бирюзовый цвет, который вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. В-третьих, это возможность увидеть своими глазами добычу кристаллизованной серы местными жителями. Это не просто адски сложная работа, но и невероятно опасная из-за токсичных выбросов вулкана. Четвертая причина – это захватывающие дух виды, открывающиеся не только с вершины вулкана, но и по дороге к ней. Пятая причина, и, пожалуй, самая необычная – это редкое и уникальное природное явление, которое можно здесь наблюдать – синее пламя. Голубой огонь Иджена – это результат горения серных газов, выходящих из трещин вулкана. Эти газы, выделяясь под высоким давлением и температурой, воспламеняются при контакте с кислородом. В отличие от обычного пламени, которое мы привыкли видеть, это горение создает синее свечение. Наиболее ярко это явление проявляется ночью, когда свет голубого огня контрастирует с темнотой, создавая потрясающее зрелище. Именно поэтому восхождение на вулкан зачастую совершают ночью. Наш подъем начался в 2 часа ночи от стартовой точки, ворот с названием вулкана Иджен. Сюда можно добраться на такси или с экскурсией, но об этом расскажу чуть подробнее позже. Заблудиться будет сложно, потому что желающих увидеть синий огонь очень много. И даже если вы решили подниматься самостоятельно, можно просто следовать за людьми. Сразу на входе дежурят местные предприниматели и предлагают за дополнительную плату довести до самой вершины на супертачках, шутливо называя их Lamborghini и Ferrari. На восхождение желающих прокатиться мы не увидели, но вот на спуск услуга была уже достаточно популярна, так как к тому времени сил остается не так уж и много. Спустя примерно 1,5 часа подъема до вершины вулкана нужно будет еще минут 30 спускаться к самому кратеру, чтобы увидеть синий огонь и кислотное озеро вблизи. Днем спуск займет наверняка меньше времени, но ночью из освещения только налобный фонарик, а дорожка такая узенькая, что едва помещает 2 людей. Так что периодически нужно останавливаться и пропускать идущих навстречу туристов, так как все ходят в разном темпе и направления пересекаются. Кроме фонарика, с собой также важно взять респираторную маску и защитные очки. Синий огонь находится в непосредственной близости от серных газов, которые очень вредны для дыхательных путей. Мы их снимали только на момент фотографий, когда ветер дул не в нашу сторону. Насмотревшись синего пламени, возвращаемся на вершину и идем к точке встречи рассвета. Первые лучи солнца наконец освещают дорогу, и становится видно всю окружающую красоту. Наверху можно как следует разглядеть озеро и его размеры, которые сложно было оценить ночью в самом кратере. Озеро Кавах-Иджен является самым большим высококислотным озером в мире. Вода имеет ярко-бирюзовый цвет и чрезвычайно высокую концентрацию серной кислоты, что делает ее одной из самых кислотных природных водоемов на планете. Озеро хоть и очень красивое, но крайне опасное для контакта. Его ни в коем случае нельзя трогать, иначе можно вызвать серьезные ожоги и повреждения кожи. Но фотографии делать не только можно, но и нужно. Такую красоту непременно хочется запечатлеть. Интересно, что подъем на вулкан совершался не только в тишине, но и в напряжении, а с рассветом общая энергетика изменилась, напряжение спало. Люди были хоть и уставшие, но довольные, все начали знакомиться и общаться. Так наш гид поделился историей своей семьи и рассказал, что его отец и дед были майнерами. Так называют местных жителей, добывающих серу с вулкана. Это тяжелый физический труд в опасных для жизни условиях. Майнеры не только вручную при помощи молотков добывают серу,
но и спускают ее с вершины вулкана на своих плечах. Порой масса корзин с кусками серы достигает 80 кг. К сожалению, этот труд крайне низко оплачивается – порядка $5–10 за день, в зависимости от количества добытой серы. Они даже не могут позволить себе купить респираторную маску. Так что это может стать хорошей идеей для подарка, если соберетесь на вулкан. Для сравнения, предприниматели с тачками на входе могут получать порядка $100 за день или даже больше. Цена подъема и спуска отличаются. Например, подъем обойдется примерно в $60, но все зависит от вашего умения торговаться. Hello! Hello from the other sky! I love you guys! Вулкан расположен в восточной части острова Ява, практически на границе с островом Бали, так что сюда удобно съездить, даже если основной период отдыха запланирован на Бали. Ближайший крупный населенный пункт к вулкану – город Банью-Ванги. У него есть собственный аэропорт, но цена билетов не очень выгодная. Со стороны Бали можно добраться через паром, как самостоятельно на байке, так и организованным трансфером или такси. Многие перевозчики фактически предлагают трансфер до паромной станции, а дальше сами как хотите. Нам удалось найти очень хорошего местного перевозчика, который довез нас не только до паромной станции, но и до отеля в Банью-Ванге. Сайт на индонезийском языке, но можно сделать перевод страницы. Плюс есть контактный номер в WhatsApp, где можно все обсудить и запланировать. Ссылку оставлю в описании под этим видео. На Яве довольно хорошо развита железнодорожная сеть. Если едете из любого крупного города на Яве до Банью-Ванги, советую воспользоваться поездом. Главное купить заранее билеты, примерно за пару недель, а то их быстро разбирают. Как я уже говорила, с собой обязательно нужно взять фонарик, респираторную маску и защитные очки. Их можно купить заранее или арендовать уже на месте. Также предлагают арендовать теплую одежду – куртки, шапки, штаны, так как наверху обещают температуру около 8 градусов тепла. Я очень мерзлявая и без раздумий взяла теплую куртку. По факту же она мне пригодилась только в базовом лагере, когда мы сидели и ждали начала восхождения. На самой вершине я одевала куртку всего один раз, примерно на 5 минут, когда дул ветер. Остальное время просто теплой кофты было более чем достаточно. Также для восхождения требуется медицинская справка. Ее можно получить самостоятельно в поликлинике Банью-Ванги. Или, если взяли организованную экскурсию, по дороге к вулкану вас завезут в филиал и примерно за 5-10 минут все оформят. Справка носит скорее формальный характер. Во время обследования измеряют давление, температуру, рост и вес. Этих показателей медработникам достаточно для выдачи справки. По времени советую заложить 2 дня и 2 ночи. Первый – день приезда и оргвопросов, плюс поспать немножко. Ночью – восхождение, а второй день – отдых. Многие туристы пренебрегают днем отдыха и делают его днем переезда в другой город. Но на практике мы вернулись в отель около 9 утра и были очень уставшие. В итоге отоспались и уже на 3-й день поехали дальше по маршруту. С точки зрения организации поездки вполне можно справиться самостоятельно. Место популярное, заблудиться не получится, снаряжение можно арендовать, поликлинику в отеле подскажут, а до базового лагеря можно добраться на такси. С другой стороны, можно взять экскурсию, где уже обо всем подумали и можно расслабить голову. Экскурсий более чем достаточно в интернете. Самый бюджетный вариант предлагает за 435 тысяч индонезийских рупий с человека, примерно $27, из которых $9 только стоимость входного билета на вулкан. За такой опыт цена более чем справедлива, и мы готовы были ее отдать. Но уже в самом отеле нам предложили экскурсию еще дешевле, за 350 тысяч человека, это примерно $22. Так что можно смело приезжать в Банью-Ванги и на месте обо всем договариваться.
Восхождение происходит каждый день, стоит только поглядывать новости об активности вулкана. Из личных впечатлений хочется поделиться, что после 13 лет стажа самостоятельных путешествий и 26 стран, включая все страны Юго-Восточной Азии, восхождение на Эджен стало одним из самых ярких и запоминающихся событий. В какой-то момент во время восхождения мне даже стало страшно. Я осознала, какая мощь находится под нами, и что в любой момент эта мощь может проявить себя в полной мере. А уже на вершине, на уровне облаков, любуясь красотой озера, понимаешь, какой же все-таки этот мир красивый и необычный.